Всем привет, дорогие друзья! Кто еще не в курсе, хочу напомнить, что Sony начала сбор заявок для грядущей рассылки адаптеров для PlayStation VR, чтобы их можно было подключить к PlayStation 5. У новой консоли не будет специального разъема для PS4 камеры, переходник бесплатный, а обладателям шлема надо лишь перейти на специальный сайт, ссылку на который я оставлю в описании, и ввести серийный номер, который указан на штрих-коде процессорного модуля PSVR. После этого предстоит указать адрес, куда надо доставить адаптер. Для Японии уже анонсированы новые бандлы PlayStation VR, которые будут поставляться сразу с адаптерами для подключения к PlayStation 5. Вероятно, аналогичные решения появятся и в других регионах, но анонса пока не было. Дорогие друзья, не пропустите свежие новости Игромира и подпишитесь на мой канал, поставьте лайк этому видео, а также оставьте комментарий, чтобы помочь развитию этого канала. Кстати, я уже заказал несколько переходников для камеры и получил подтверждение на почту, что переходники мне уже отправлены. Как мы знаем, сам процессорный модуль подключается к PS4 обычным USB-шным кабелем. Но вот камеру от PS4 так просто не подключить из-за специального штекера. Поэтому, чтобы не тратиться на камеру для PS5, которая стоит ни много ни мало $60, можно сэкономить и, используя бесплатный переходник, подключить свою камеру от четверки к новенькой PlayStation 5. Что получим на выходе, я думаю, вы и сами уже догадались. Это более красивая графика в играх. Конечно, разрешение в самом шлеме не изменится в силу технических характеристик самого шлема в пределах Full HD, а это 1920 на 1080 пикселей. В связи с этим логичным шагом в этой теме будет выход новой гарнитуры PSVR 2 для PS5. Также не стоит забывать, что Sony PlayStation VR самая популярная гарнитура виртуальной реальности в мире. На сегодняшний день ее продажи составили более 5 миллионов единиц, при том, что у Oculus показатель составляет лишь около 1,5 миллиона. Причина популярности весьма проста, это относительная дешевизна. PSVR вышла намного позже самой PlayStation 4, лишь в 2017 году. Можно было бы подумать, что схожая ситуация повторится и со связкой PS5 PSVR 2, однако свежие данные указывают на то, что эти устройства появятся на рынке одновременно. Если вспомнить, в сети уже появлялись новости о грядущей гарнитуре и даже есть рендеры нового шлема. Также есть информация о новом патенте Sony, согласно которому шлем будет беспроводным. И это просто великолепно, особенно если вспомнить о целой связке проводов, которые нужно подключить для использования. Также в сети обнаружили патент контроллера следующего поколения PlayStation VR. Грядущее поколение шлема, по всей видимости, примет во внимание все минусы, полученные за годы развития виртуальной реальности. На это указывает свежая патентная заявка Sony, демонстрирующая дизайн нового VR-контроллера, который может прийти на замену устаревшему PlayStation Move. Патент был опубликован в Японии и обнаружен порталом Let's Go Digital. Согласно схематичным изображениям, приложенным к документу, конструкция устройства аналогична контроллеру Valve Index с внешним кольцом, охватывающим руку, в котором, вероятно, будут размещаться датчики трекинга 6 степеней свободы. Кроме того, очень похоже, что в рукоятку будут встроены сенсоры для отслеживания пальцев. Ранее в этом году в сети появилось видео с демонстрацией прототипа устройства Sony, которое подтвердило, что компания работает над такой технологией. Также можно заметить, что новые контроллеры оснащены аналоговыми стиками, которые не было у PlayStation Move. Другое изображение дизайна подтверждает, что у контроллеров есть не только триггеры, но и похоже, что и сам шлем сможет отслеживать положение контроллеров. Это говорит о том, что PSVR 2 возможно будет использовать систему изнаночного трекинга, подобную той, что применяется в Oculus Quest и Rift S, тогда как в оригинальном PSVR для этого требуется камера, обращенная к пользователю. Кроме того, в патенте идет речь о новом устройстве, имеющем дизайн, аналогичный оригинальному PSVR, но с двумя новыми камерами на передней панели и одной на задней панели гарнитуры. В отличие от оригинала, PSVR 2 потенциально улучшает восприятие виртуальной реальности за счет беспроводного подключения и возможности неограниченного перемещения.
При работе видеосигнал может обеспечиваться внешним источником по проводной или беспроводной связи. Последнее, очевидно, будет работать через Bluetooth, а значит, у гарнитуры будет собственный источник питания и дополнительное оборудование для аудио-видеосигналов. В патенте также упоминается прозрачный режим, который позволит игрокам осмотреться вокруг, в то время как гарнитура находится на голове, что поможет избежать препятствий и мгновенно вернуться в реальный мир. Кроме того, в патенте Sony упомянула об использовании двух отдельных дисплеев для отображения трехмерных стереоскопических изображений для игр с дополненной реальностью через PlayStation VR. Кроме того, в вакансии, замеченной сотрудниками ресурса Upload VR, Sony ищет руководителя проекта гарнитуры VR. В ней прямо упоминается, что в задачи входит разработка шлема виртуальной реальности следующего поколения. Это не только означает, что Sony собирается оставить в прошлом современную гарнитуру PSVR, но и представить шлем, специально разработанный для консоли следующего поколения. Ну что ж, на этом буду завершать этот выпуск. Желаю всем крепкого здоровья, не забудьте поставить лайк под этим роликом, подписаться на канал, а также оставить комментарий, чтобы этот ролик увидели как можно больше людей. До новых встреч, пока!